Он огромный. Вы просто не представляете, насколько он большой. Отвалите, я не выспался и все. 5:30 утра. Собираемся за кофе ехать. Дин, что за взгляд такой из-под одеяла? Диночка, ну мы туда и обратно, честное слово. В этот раз за кофе мы летим в город Стамбул. А кто не знал, Стамбул – это крупнейший город Европы. Ну или Москва – крупнейший город Европы. Тут все зависит от того, где вы проводите границу Европы. Тупоконечники и остроконечники до сих пор об этом не смогли договориться. Мы улетаем из Подгорицы, поэтому сегодня решили в такую рань никого не будить, не просить нас отвезти, а попробовать пройти квест, оставить машину на парковке в аэропорту. Должно быть интересно. Так, все, запарковали машину. Оказалось, все довольно просто. Заезжаешь на парковку, ищешь свободное место, берешь талончик, и теперь мы просто будем платить не почасово, а будем платить 6 евро за каждый день, что машина здесь простоит. Очень удобно, я считаю. В принципе, ну и цена нормальная. Ну да. Трансфер вышел бы Дороже, да. Что-то мы нагрузились. Фу, я уже устал. Понеси меня. Поехали домой. Поехали домой, да. Все, мы прошли паспортный контроль. Кстати, прошли его с нашими новыми паспортами, которые мы получили уже здесь, в Черногории. И через часик летим в Стамбул. Вообще у нас совершенно дебильная ситуация с паспортами в России. У нас два паспорта. Вот такой вот паспорт заграничный. Он есть не у каждого, только для тех, кто собирается лететь за границу. Тут, соответственно, он по всем международным стандартам сделан, со страничками для путешествий и так далее. А второй паспорт обязательный, так называемый гражданский. Он такой более бордового цвета. Я сейчас картинку покажу. Он работает только на территории России. И, по сути, это даже не паспорт, а такое, знаете, приписное свидетельство крепостного крестьянина. То есть там указывается прописка твоя, когда ты родился, где ты родился, сколько у тебя детей, с кем ты женат, военно обязан ты или нет. То есть вот паспорт здорового человека, тот паспорт больного человека. Я считаю, его надо отменить, вообще бесполезная вещь. Вот этого паспорта более чем достаточно. Расскажи, Люба-то справится вообще с собаками? Даже не знаю. Ну ты ей оставила какие-то заметки? Да. Покажешь нам? Да, конечно. Секундочку. Мне кажется, что... Так, завтрак, рыбки, процедурки, ушки, почесушки. Почесушки. Слушай, а как будто бы целый день почесушки только. Ну, в принципе, для чего еще нужны догситеры, да? Ну, как бы да, так это еще лайтово. Вообще, да. Всего по 3 часа. Всего лишь. Ир, ну что, как твои впечатления? Тебе уже нравится в Стамбуле? В этой части Стамбула я уже была. Понятно. Так, давайте номер посмотрим. Так, вот такой вот номерок. Это... 30 квадратов писали. 30 квадратов писали? По ощущениям не 30. Не 30. По ощущениям 25-26. Может, с балконом вместе 30. Все, точно, вместе с балконом. 30 вместе с балконом. Ну, нормальный номерок. Ну, как бы ничего особенного, в принципе. Короче, 100 евро в сутки. Дороговато, я считаю. Для него? Да. Он же, видишь, типа, 5-звездочный. Ну и что? Все равно как будто бы дороговато. Что тут по санузлу? Ну, по санузлу, кстати, нет вообще замечаний у меня. Все нормально. Чистенько. Унитазик, душевая. Не, вообще как бы хороший. Это телек. Я думала, это зеркало. Телек, да, встроен в раму. Не, хороший, все, ладно. Вид. Да, вот это наш вид с балкона, кстати. Чайку берешь, да? Да, чайки прикольные. Слушай, жалко, что мы Ред с собой не взяли, я бы чаек поснимал. Или вон того кота, он ушел. Пока ты дождался, пока ты его снимал. Ну вот. Не, ну вид интересный. Интересно, я просто не пойму. Я не пойму, это центр города, как будто бы какая-то окраина. Нет, слушай, у нас, по-моему, 3 километра от центра. 2 с чем-то. 2 с чем-то, да. 2 с чем-то, да. Ну, то есть это как бы центр должен быть. Угу. Все равно. Ну, в общем, что хочется сказать, город выглядит не европейским. Ну да, сразу видно. Сараево, да? Да, да. Да, похож на Сараево. Смесь Сараева и Москвы.
Ну и традиционная. Мы что, опять спать сюда приехали? Ну да, я думаю. А зачем мы в отпуск ездим вообще? Отоспаться. Окей. Пока еще светло, мы немного решили прогуляться и, конечно, перекусить, потому что уже с завтрака прошло много часов. Кстати, не поверите, но турецкая кухня является третья по размеру и количеству разнообразию блюд в мире. Она уступает только французской и итальянской кухне. Сейчас отведаем чего-нибудь. Конечно же, мы отправились в Макдональдс. Надо попробовать, чем турецкий Макдональдс отличается от обычного. Отличный Биг Мак. 88 турецких лир стоит. Сейчас все переведу. Пересчитывайте себе индекс Биг Мака турецкого. Не, ну вообще реально Биг Мак прикольный такой, знаете, немножко пряный вкус у него. Зачет. Пешеходов тут не пропускают вообще. Сейчас тебя задавят. То есть вообще от слова совсем. То есть кто успел перебежать, тот молодец. Так, из необычного. В торговом центре на входе и даже в отеле на входе стоят металлодетекторы. И то есть реально проверяют, просвечивают все, как в аэропортах. Тут спокойно, что ли, не пойму. Так, красивая мечеть, но это здесь не редкость. Здесь на каждом шагу, естественно, мечети, но на самом деле очень много реально красивых. Мы немножечко отошли в какое-то более тихое место. Уже тут столько людей! Это просто жесть! Везде люди. С чемоданами, с сумками бегают, несутся. Чем-то торгуют. Мы уже в нашей деревушке так отвыкли от мегаполисов, это жесть просто. Еще красивая мечеть. Не, ну мечети все классные. Пока какую-то не видели, да, неинтересную. И такие все реально разнообразные. А это что такое крутое? Ир, ты же готовилась? Не настолько. Так, смотрите, здесь написано, это колонна Константина. В 330 году нашей эры, да, это или до нашей эры, не помню. 57-метровая колонна была перенесена из храма Аполлона в Риме и установлена здесь. И вы представляете, она говорит, что готовилась, она даже не знала, что это такое. Я подготовилась. Я знала, что около каждого памятника будет специальный столбик, на котором будет все написано. Да, Зачем забивать лишней информацией голову? Подошел, прочитал и пошел дальше. Да. О, нифига. Скоро там тоже будем посмотрим. Ой, какие смешные люди на пешеходном переходе. Давно забытая, но вами любимая рубрика «Упоротые дорожные знаки». Кто здесь old еще с 19 года, видел их все. Смотрите, а вот еще один обелиск. На этот раз египетский. Длина памятника около 30 метров. Уже прочитала, да? Ничего подобного не А спорим, его из Египта привезли? Да, и доподлинно неизвестно, когда в Константинополь привезли его из Египта. И вообще, по идее, говорят, что он был длиннее, но по пути часть обломалась. Ну, сточили-то они плохо, я не вижу надлома. Ну, может, снизу обломалась. Может. Так, а вот здесь, получается, прямо с другой стороны от этого обелиска, это всемирно известная голубая мечеть. Но она такая огромная, что ее никак не поймать в объектив. Вы знаете, что сейчас сделаем? Ну вот, смотрите, какая красота. Это первая мечеть с 6 минаретами. Опять же, доподлинно неизвестно, почему у нее 6 минаретов. Обычно 4 делали. И как эту чайку... Это я ему рассказала. Ага. Как эту чайку хорошо фотошопили. Слушайте, как же, конечно, тяжело, когда ты язык не из твоей языковой группы, и не из романо-германской группы, и не английский. Вот просто смотришь в книгу, видишь фигу. Какой ты жирный. Офигеть, слушайте, я не знаю, камера не передает. Они здесь как коты откормлены. А говорили, что Стамбул город кошек, город чаек. А это попугаи в естественных условиях обитания. Эй, попугай, ты чей? Вон еще один, их 3. А жесть, точно. Офигеть, А что они тут делают? Я не знаю.
Может, они тут живут? Ну, в плане, просто как чайки. Смотрите, это сам Софийский собор. 8-е чудо света. Это жемчужина была Византийской империи. А сейчас это, естественно, мечеть. Вообще не верится, что он уже 1500 лет тут стоит. Так перестраивается потихо, но тем не менее стоит. Ты представляешь, вот это вот люди строили, а у них даже автокада не было. Автокада не было, Экселя не было. У них даже калькулятора не было. Как они это просчитали, что он 1500 лет стоит? Пришельцы. О, вот наконец-то ракурс, с которого голубую мечеть видно. Ну, по-моему, солнце пересвечивает. Да, я только обрадовалась, что выглянуло солнышко. Мне казалось, что без солнышка все чуть скучноватенько выглядит. Ага. А И все нет. пересвечивает, да? Да. Ага. То есть прикол, да? Получается, вот Софийский, Блин, какие у них а вот прикольные. голубая мечеть. Так рядом. Очень удобненько. Пришел в 2 места разом. Хоп-хоп и готово. Ну, кстати, да. Смотри, какие фонари интересные. У них полмесяца на всех фонарях. А, ну да. Так, идем искать Босфорский пролив. Чую воду. Какой-то прикольный райончик мы забрели, да? Да, да, прикольно. А не то, что там кишма-кишми. Ну да, здесь и народу не так много. И вот он, Босфорский пролив. Стокеры за работой. Вот есть. Босфорский пролив, он связывает Черное море с Мраморным морем. И, соответственно, дальше с Эгейским и Средиземное море все это. Вот так вот. География. Вот интересно, сейчас это здесь пробка или это просто так? Просто я читал в новостях, что тут недавно пробка же была, да? Слушайте, ну корабли, конечно, очень далеко, и поэтому не кажутся такими огромными. Но они огромные, я вам вообще отвечаю. Огромные? Да. Что прикольно, наверное, когда ночью они тут проходят. Они же ночью, наверное, проходят, да? Думаю, да. Тут вот, видимо, кто-то живет. Очень-очень много бездомных. Прям очень много. Но вообще я хочу сказать, что в Черногории кошек больше. Пока что, по крайней мере, вот визуально. И то все время все говорят, что Стамбул это сплошной город кошек. Ну, город чаек. Посмотри, сколько там чаек. Я тебя заметила. Че, проспали завтрак? Ты проспал. Ты проспала. Где разбудила тебя? Ну, у нас тут свой завтрак есть. Мы вчера в магазин сходили, купили турецких сладостей, кофе купили. Йогурт. Вообще спалось очень сладко. Сладкие такие одеяльца и подушки тут. И поэтому 12 часов спали. Но, конечно, вчера очень устали, очень рано проснулись, много ходили. Сегодня добьем вот эту вот часть, где мы живем, историческую вот эту вот часть. На бастуристике, наверное, покатаемся, а завтра двинем по другим районам, посмотрим. Ну, пока такие впечатления, конечно, смешанные от Стамбула, потому что он огромный, от места до места идти очень далеко, как бы ненасыщенный он какой-то, вот, ненасыщенный точно. Часто пишут в комментариях гостиницам о том, что рядом мечеть, и типа мечеть очень громко, и будет, пугают, будет и так далее. Не знаю, меня не пугают, не будет, ничего такого не было. А вот чайки такие громкие. Вот чаек слышно было всю ночь. Мечети нет, чайки да. Жесткие они тут. Ну, вообще, я считал, что в России, там и в Черногории тоже, отношение к пешеходам так себе. Да нет, нифига, нас уважают пешеходов. То есть это настоящий пешеходный переход, разлинованный. Но всем пофиг, вообще никто не останавливается. Так, я не понял, мы что, в Америке? Ир, почему он называется четвертьфунтовый чизбургер, а не Royal чизбургер? Мы что, в Америке? Ну, точно не в России, где он называется Ройл. Назывался. Все понятно. Ира, видимо, невнимательно смотрела фильм «Криминальное чтиво» и забыла этот диалог, где он рассказывал, ты что, знаешь, как во Франции называют четвертьфунтовый чизбургер? Как? Royal чизбургер. А знаешь почему? Почему?
Потому что у них метрическая система. Поняла? Это классика. Это классика тарантиновских диалогов. Умираю, теперь хочу четвертьфунтовый. Не, мы вчера там были. Давай съедим что-нибудь это. Так, все купили, билетики на бас туристики. Сейчас поедем кататься. Один билетик на один день стоит 700 лир. Илья, Че? тебя за каким кофе мы отправили? За турецким. А ты что принес? Он же турецкий, может в Турции. Что купили? Что купили? Каких-то булок. Это шоколадом, видимо. Булка с шоколадом. Ну, ты эти, видишь, они... Да. Да, Это должно типа быть вкусно. семита, но, видимо, он слипся. Ага. Вот, да. Еще один и еще один. И нет, не слипнется. Ну давай это самое, пробуй и говори. Давай. Ну чё? Как тебе местная кухня? Вкусно? Да, честно. Тесто какое-то, знаешь, необычное. Я думала, что они сухие-сухие. Они не сухие-сухие? М. Прикольно. Мак, шоколадец. Причем немного шоколада, Да. знаешь, не прям очень Не выражено. Мгм. Классная булка. А это очень похоже на наши черногорские буреки. Насколько мы поняли, что буреки в Черногорию как раз пришли, точнее бурики, из Османской империи, когда Черногория была захвачена ими. Давайте попробуем. Много пряностей. Черногорские побачи. В бастуристике нам дали какие-то коробочки. Давайте распакуем, посмотрим, что там. Царски. Здесь вот наушники, салфеточка, печеньки, булочка и водичка. Ну прикольно, у нас как раз водички с собой нет. А зачем мы есть ходили? Вообще непонятно, можно было булки не покупать. Так, смотрите, вот на этих языках доступен бастуристик. Турецкий, английский, французский, немецкий, испанский, русский, арабский и персидский. 8 языков. Да, 8 языков. Да, в Иране говорят на персидском языке. Откуда я это знаю? А потому что я сейчас перевожу наш канал, YouTube-канал, на 40 языков с помощью нейросетей. Скоро он будет доступен на 40 языках. То есть описание, название роликов и так далее. Прикольно. Уже даже сейчас я всего перевел несколько роликов. Уже сейчас видно то, что активность, скажем так, неанглоязычной публики увеличилась уже сразу же. Это круто. Сделали почти полный круг на бас-туристике, одну остановку не доехали и вышли на египетском базаре. О, вот здесь, судя по всему, можно сдать кровь пострадавшим во время землетрясения. Но вы знаете, что я, когда сдаю кровь, падаю в обморок, поэтому мы воздержимся, потому что нам еще несколько дней отдыхать, а отдыха потом никакого не будет уже. Вообще, конечно, весь город это один сплошной базар. Везде что-то продается, везде где-то что-то чем-то торгуют. Весь город. Вообще нашли офигенский магазин, я его еще по интернету нашел. И купили новый микрофон Rode VideoMic 2, он только недавно вышел. Я хочу поменять свой большой микрофон на Rode, потому что он слишком занимает много места, и он слишком... Ну, нам не нужен такой микрофон. Мы редко пользуемся какими-то... Вы слушайте, тут райончик, тут прям райончик, фотографии. Сейчас мы тут походим еще по магазинам. Ну, с виду я теперь, конечно, как настоящий, самый настоящий блогер. Один вопрос, стал ли звук лучше или стал ли звук хуже. Но я это узнаю только, когда мы вернемся в гостиницу и отсмотрю эти футажи. Поэтому пока что я снимаю этот красивый микрофон, а там посмотрим. Что, Ирина, пришли поесть местной еды? Попытка да. номер 2. Почему 2? На этот раз действительно местная. Никакого Макдональдса и KFC. Так, мы, значит, нашли в путеводителе эту кафешку. Она основана в 1983 году, и еще значок TripAdvisor есть. То есть она такая, на самом деле, отличается от местных, других, тем, что не очень навязчиво здесь. И тебя не зазывают, ты такой очень аккуратный и культурный, вежливый, не знаю, хозяин, не хозяин.
Ну, короче, такое интересное место. Я надеюсь, мы не лопнем. Да. Так, на случай, если нам все понравилось, то это вот был кёшк кебаб. А если не понравилось, то это был кёшк кебаб. Вот такое блюдо. Здесь 4 вида кебаба. Курочка, что-то еще и что-то еще. Можешь руку? 700 лир. Стокеры за работой. Вот такие лепехи, они входят в стоимость. И это какая-то каша. Это Интересно, перловка. лук такой же вкусный, как в Черногории? Не знаю. Давайте попробуем. Ага, Да? да. Это какая-то магия у них тут. Кёшк. Кёшк. Очень вкусно. Да. Порция написана на троих, но на самом деле вполне на двоих сойдет. Хлеба мы просто едим много. Тоже верно. Тут все острое, тебе такое нельзя. Короче, Ира наелась кебаба. А теперь еще смотрите, что себе заказала. Восточные сладости. Я такое не ем. потому что- Что-то я ела капусту, а ты ел кебаб. И перловку. Ну да. Ну тогда, конечно. И да, баклажанчик. Кушай, да, конечно. Кушай. По этим штукам. Ире очень нравится, за обе щеки трескает. А для меня меда много. Ну, запах меда я не очень люблю. Но понимаю, что те, кто любит, конечно, будут в восторге. В общем, вкусно покушали и идем. Единственный прикол, что ничего не получается выложить в Инстаграм. Почему? Потому что я подключил себе роуминг на российской сим-карте. Я посчитал, что так дешевле, чем с черногорской. Роуминг на день 450 рублей. И гигабайт интернета дается. 450 рублей в день. Но из-за того, что в России корпорация Мета признана экстремистской, то я с российского этого интернета, несмотря на то, что нахожусь в Турции, не могу посмотреть ни Facebook, ни Instagram и не могу выложить видео в TikTok. Так что только когда в отель вернусь, смогу сторис повыкладывать. Прикол вообще. Мы зашли в садик, и Ира сейчас блеснет своими знаниями, предварительно прочитав все в гайде. Название происходит от турецкого «гюль» – «роза». А, «Гюльхане» – «дом роз». дом рос. Ну, все ясно. Здесь выращивались розы, а часть занимали засолы. Вот же написано. Гюльхане. Жалко, что роз, конечно, сейчас нет еще. Так, где-то здесь тюльпаны. Вот. Вот они. Все, видим. Еще маленькие. Надо было в апреле ехать. Заходил в общественный туалет, и туалет тоже нельзя оплатить картой, только вот этой Istanbul-карт, той же, которой можно оплатить автобусы. И, ну, естественно, она у нас уже есть, мы ее завели, но еще не пополнили. И ну, за меня заплатили опять. Спасибо большое. Люди очень приветливые. Какой-то у нас халявный тур. Да. Халявщики. Чистые халявщики. Посещение туалета 1 лира. Вот так, к сведению. Сейчас сели в этом саду, и, наверное, первое место, где реально спокойно. Первое место, где ты реально отдыхаешь, как бы заряжаешься энергией, а не тратишь ее. Что скажешь? Хорошо. Птички еще поют. Вороны каркают. И попугаи крыбекают. Пишите в комментариях, кто живет в Стамбуле. Вот эти заборчики здесь в парках, они всегда вокруг цветов? Или летом их снимают? Если не снимают, то тупо вообще. Так, смотрите, сегодня мы уже получше ориентируемся. Итого мы вчера были вот там вот на Босфоре и смотрели. А сегодня мы, получается, по вот тому мосту переезжали на азиатскую часть. Да, кстати, обратите внимание, Босфор по версии тупоконечников делит европейскую часть и азиатскую часть. По другой версии, я так понял, по Дону проходит граница. И мы, получается, переезжали по вот тому мосту, и вот там вот еще ездили. А вот это сюда уходит, это бухта Золотой Рог. То есть это не сам Босфор, это бухта. А это Босфор. То есть там Черное море, там Мраморное море. Слушайте, ну пролив прекрасен, если честно. Мне пока больше всего, наверное, понравился пролив. Да, вот эта часть самая офигенная вообще из всего.
Вообще бесплатно. Смотрите, вот здесь лавочки есть. Это возле памятника Ататюрку. И офигенный вид. Много-много градусов вокруг. Весь город просматривается, весь Босфор. Какой-то вот там даунтаун. Интересно нам, смотрите, что вот то за огромная мечеть и что вот это за башня. Надо будет загуглить. Еще интересный факт о Турции. В Турции всего живет 80 миллионов человек. Из них 20%, то есть официально 16 миллионов, живет здесь, в Стамбуле. То есть централизация просто сумасшедшая. Даже больше, чем в Москве. У нас в Москве живет 15%, это примерно 10% от населения. А здесь 20% населения сконцентрировано в одном городе. Просто безумие, да, какое-то? Клик Википедия. Это телебашня. Она построена в 2016 году. Длиной 369 метров, над уровнем моря 576 метров. Круто. Перед ее строительством было тщательно изучено направление и интенсивность ветра в данной местности, чтобы безопасно осуществить этот проект. Круто. А Я мечеть? так предположу, что это мечеть Чамладжа. 6 этими самыми Да, должна потому быть. что она самая большая. Ну, написано на азиатской стороне, вместе с мечетью, самой большой мечетью Чаламжа находится телебашня Ага. Чаламжа. Скорее всего, это она. Сейчас поищу. Так, клад, Википедия номер 2. Еще не прочитала. Окей. Интернет грузится медленно. Она самая грандиозная по размерам, параметрам турецкая мечеть. Совсем молодая. Первый камень ее заложили в 2013 году. Ты вообще заметил, как они быстро сюда строят? Да, За 2-3 года они вот такие вещи выделывают. да, и вспоминаю сразу Сербию, где храм Саввы уже 100 лет строят и не могут построить. Какая Сербия? Давайте-ка споем стадион Зенит-арену. Сколько Нет, его строили, сколько его бабла нет, потратили. нет, ты не сравнивай памятники коррупции и памятники архитектуры. Это разные Всё вещи. равно. Каждая деталь мечети символична. Она имеет 6 минаретов. Раз, два, три, четыре, пять, 6, правильно. Каждая из которых считается символом одной из столпов исламской веры. Здорово. Спасибо нам, Википедия. В чем вообще вот проблема туризма в Стамбуле? Он огромный. Вы просто не представляете, насколько он большой. И всякие интересные центры притяжения раскиданы по всему городу. Что-то тут интересно, что-то там интересно. Между ними всеми добираться очень долго. И то есть за один раз посетить все невозможно. Это нужно реально несколько раз приезжать и селиться в разных районах, чтобы только тогда все посмотреть. Кстати, город протяженностью 150 километров на 50 километров. Ширина 50 километров, длина 150 километров. Охренеть. Ну ты посмотри, ты везде, куда взгляд тебе есть, касается, везде город. И за спиной тоже, кстати, город. То есть реально город везде. Еще получается, город не совсем хорошо подходит для поклонников пешего туризма, как мы. Потому что, расстояние, а, б, не везде все, скажем так, обустроено для пешеходов. Так, идем на кораблик. Надеюсь, меня не укачает. Сейчас поплывем на 90-минутную экскурсию по Босфору. Кораблик такой приличный и без гидов, без ничего, я так думаю, или с колонок будет. Надеюсь, будет на английском. Гарсон! Можно? Так, билетик на кораблик стоит 100 лир. 2 чая и фрукты 140. 140, ага. То есть чай, наверное, по полтиннику и 40 за фрукты. А вот так вот на пароме переезжают из азиатской в европейскую часть и обратно. Ну, так, видимо, быстрее получается, чем через мост пилить. Ну и без пробок. Получается, развернулись
И тогда туда мы шли по ветру, а сейчас против ветра. Стало серьезно задувать. Но мы просто вот с бортика отошли, вот сюда вот за палубу сели, и хорошо. Но места-то мы заняли раньше всех, think about it. Все остальные посмотрели на нас, сесть больше некуда и побежали внутрь. А вон, смотрите, отсюда уже Мраморное море видно. И башня на реконструкции. Сейчас мы спросим у Википедии, как она называется. Википедия? Это девичья башня. Девичья башня. Красивая легенда там про то, как султану сказали, что его дочь укусит змея, и она умрет от этого. Он построил башню, заточил там бедную девушку. Ее в итоге все равно укусила змея, которую принесли с виноградом. С яблоками, фруктами. Сегодня сказали с виноградом. А там, где я читала, с яблоками. Ну ладно, в Википедии мы верим больше. Потому что Википедия никогда не врет. Big like Википедия. Нормально, и на самом деле, видишь, еще не сильно темно. И не темно, и не холодно, в принципе, четко все. Да? Ир, который час? А все уже закрыто, да? Вообще. Все интересно. Почему даже, блин, эти? Что, вот по этому параметру они как в Европе. Да, работа не любовь. Что там, Люба отчет прислала? Ага. Давай, запускай. Чего вам надо? Еще рано. Еще рано, говорю. Отстань от меня. Дайте посмотреть фильм. Вот они из нее веревки вьют. Вообще молодцы. Знают они, как подминать под себя вот этих слабых характеров. Все, мы ложимся спать. А вы пока подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и кликайте где-то здесь на вторую часть. А если ее еще нет, то вот скоро появится. До встречи.